Можно ли найти новую любовь после расставания в зрелом возрасте? Как правило, когда люди расстаются в зрелом возрасте, у них в голове куча таких упаднических мыслей, кому я теперь нужен в свои 40 там, или после 50. Особенно если за спиной длительные отношения, уже семья, дом. Тебе кажется, что вот так, как я тогда полюбил, я больше никого не смогу полюбить. И меня никто не сможет полюбить. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. Дело в том, что именно в зрелом возрасте легче себе найти отношения, которые будут зрелыми, стабильными. И, собственно, ты таким образом сможешь найти себе любовь. Сегодня я расскажу 5 причин, почему именно в зрелом возрасте после расставания достаточно высокий шанс найти свою любовь. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первое — это то, что в зрелом возрасте вы лучше понимаете, кто вам подходит. В молодости мы часто влюбляемся в образ, у нас есть какие-то программы от родителей. Предположим, женщина влюбилась в мужчину, потому что он сильная личность. Он такой волевой, принимает решения, слово его кремень, он как сказал, так и будет. Потому что, предположим, вот отец ее был такой тоже вот волевой фигурой. Или наоборот, отец был слабой фигурой, мама говорила, что вот ей не хватает такого мужчины, который может принимать решения. И вот спустя 18 лет женщина понимает, что в этих отношениях ее никогда не было. Есть мужчина, который надежный, который такой как вот ледокол куда-то вот впрет, но вот она просто может находиться где-то рядом с ним, быть, так сказать, плыть за ним по течению. Он ее не слышит, она слишком, получается, мелка для него. После развода женщина встретила мужчину, который хоть и не был таким ярким и таким блистательным, но у нее появилось чувство рядом с ним, что ее слышат. Что вот этот мужчина человеческий, такой вот не идеальный, а вот настоящий какой-то. Что рядом с ним она может развернуть свою женственность. И вообще-то именно такие отношения люди ценят в зрелом возрасте. Вторая вещь — это с возрастом мы умеем распознавать токсичные сигналы. Вот когда молодой человек влюбляется, то вот знаете, там вот эта влюбленность, она идеализирует партнера и много чего оправдывает. Вот эти вот фразы, что он просто вспыльчивый, или она просто эмоциональная, или вот он это просто такая у него сложная личность, он такой сложный человек. Знаете, вроде как что-то интересное такое. С возрастом ты понимаешь, что это не он сложный человек, а что у него есть какие-то проблемы, его внутриличностные, которые в отношениях, скорее всего, будут проблемы создавать. Например, мужчина встречается с женщиной и в самом начале слышит от нее, что все ее бывшие были абьюзерами, все ее бывшие были какими-то там, в общем, людьми, которые не умели выстраивать отношения. Он понимает, что раз она о всех своих бывших вот так говорит, то, скорее всего, это означает, что она не может принимать на себя ответственность за свои какие-то ошибки или вообще ответственность за отношения. И, соответственно, если будет он с ней встречаться, то спустя какое-то время он станет вот этим следующим ее бывшим абьюзером. То есть зрелость — это умение останавливаться и не идти в отношения, замечая, что там есть проблемы, с которыми ты, скорее всего, не справишься. Третья вещь. После 40 любовь чувствуется более глубоко. Собственно, вот в юности, как правило, мы когда в человека влюбляемся, то вот это именно влюбленность, а не любовь. Это яркие эмоциональные переживания, связанные с уровнем гормонов, связанные с тем, что ты психологически так вот человека воспринимаешь. Ты его идеализируешь, видишь в нем только все самое лучшее, все вот такое негативные какие-то вещи, которые тебе не подходят. Ты их не замечаешь, психика их отрезает. Ты находишься в таком состоянии измененного сознания. Спустя какое-то время вот это вот проходит, и ты начинаешь замечать все те негативные вещи, которые раньше ты не замечал. А ты уже находишься в отношениях. Отсюда вот эти все, знаете, драмы молодости и юности. В зрелом возрасте вот такой ярких вспышек, как правило, не происходит, потому что человек уже не склонен к идеализации, гормоны как-то поспокойнее. И часто люди вообще жалуются, они путают влюбленность и любовь и думают, вот такой яркой вот какой-то бури, как было в молодости, как было вот когда мне было 20 лет, сейчас уже нет, наверное, я ее любить не могу. Нет, влюбленность может переживаться по-другому, а любовь, как чувство, которое сопровождает развитие психологической привязанности, любовь не будет хуже, она не будет менее ценной, менее глубокой. Так вот, способность вот так вот более размеренно, более осознанно входить в отношения в зрелом возрасте позволяет, во-первых, найти себе более подходящего человека, и, во-вторых, меньше вообще страдать. Например, женщина описывала ситуацию, что вот когда ей было 25 лет, когда она встречалась с парнем, если вдруг он в последний момент отменял свидание по любой причине, она могла, она расстраивалась точно, могла плакать, могла, не знаю, как-то начать делать какие-то вещи такие на эмоциях, там, не знаю, блокировать его, еще чего-то. То есть постоянно какая-то была такая драма, был высокий эмоциональный накал. Сегодня она встречается с мужчиной, когда он ей там, предположим, говорит, что извини, я сегодня устал, давай с тобой завтра встретимся. У нее никакой драмы не возникает, потому что у нее нет была идеализации, она не попадает в отвержение, она просто понимает, не сегодня, значит, встретимся завтра, мне есть чем еще заняться. Четвертое. Возможностей познакомиться сейчас гораздо больше, чем было когда-либо. Вот если раньше человек в 45 лет развелся, у него сразу ограничивается круг общения. У него вот есть работа, дом,
какое-то количество старых знакомых, причем те, которые семейные, скорее всего, делятся пополам возможности, когда с ними можно встречаться. И вот человек находится в таком вынужденном одиночестве. Сейчас есть соцсети, есть, собственно, интернет, когда люди могут в онлайн договариваться на разные там вылазки, разные какие-то мероприятия по интересам. То есть этого всего, ну, скажем так, предложение больше, чем ты можешь это обработать. Ну, вот такой пример. Мужчина развелся в 52 года и думает, ну где теперь я буду вообще знакомиться. Какое-то время он в этой теме поварился, потом так отпустил. Спустя полгода пошел в поход в горы и там так случайно познакомился с женщиной, с которой у них сложились сначала теплые отношения, а потом романтические. То есть он как бы не особо этого искал, он просто расслабился. И вот из-за того, что он вел достаточно активный образ жизни, что сейчас возможно, в итоге нашел себе женщину просто как бы среди единомышленников. То есть они туда шли не знакомиться, а просто отдохнуть после тяжелого периода, в результате нашли друг друга. Пятая очень важная вещь, это что основное ограничение это не возраст, а внутренние убеждения. Когда человек переживает расставание, как правило, он находится в таком унынии, и в голове его роятся эти ограничивающие убеждения, что все нормальные уже разобраны, я слишком стар, причем это вот легко с 30 лет можно услышать, когда люди говорят, что я слишком стар, уже мой поезд ушел. Я не хочу переживать всю эту боль заново. Вот эти ограничивающие убеждения приводят к тому, что человек начинает закрываться, он перестает общаться даже с теми знакомыми, с которыми он и так общался, он не пытается ни с кем познакомиться. И дальше у него возникает такой вот порочный круг, когда из-за того, что он ведет такой затворнический образ жизни, с ним, естественно, никто и не знакомится, и он как будто бы сам уверяется в своем убеждении, что со мной никто и не может познакомиться, потому что, скажем, потому что возраст, или потому что я какой-то неокейный, я там неуспешный в отношениях. А ты неуспешный в отношениях, потому что ты ничего не делаешь и не позволяешь людям с собой познакомиться. Ну, вот такой пример очень распространенный, когда человек годами говорит себе, что мне уже поздно строить отношения, это у него как такой девиз. А потом он в какой-то момент как-то немножко расслабляется или отвлекается, куда-то едет в какую-то поездку, начинает новое дело какое-то свое, там знакомится с людьми, и вот как раз оказывается, что ничего не поздно. Жизнь снова заиграла новыми красками, вот есть люди рядом с тобой, с которыми ты, общаясь, понимаешь, что у вас есть что-то, что вас связывает, и вот уже формируется психологическая привязанность, и вот вы уже начинаете любить. Расставание в зрелом возрасте это всегда тяжелый опыт, но это никогда не конец истории. Это конец тех отношений, в которых вы, так уж получилось, что были несчастны, и это возможность, очень хорошая возможность для начала нового этапа вашей жизни, где есть место любви. Просто оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько вокруг примеров. Если вы понимаете, что вы находитесь в такой ситуации, когда вот вы пережили расставание, и у вас в голове есть эти мысли, что я уже не смогу выстроить новые отношения, я не знаю, где найти этого человека, который станет моей родной душой, то, вероятно, вам нужно проработать свои установки, поработать над тем, как вы себя останавливаете. Если вам это важно сделать, вы можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети. Пишите там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть такой опыт, когда вы расстались в зрелом возрасте, у вас был этот минуты уныния и отчаяния, думали, что уже вновь я никогда никого не полюблю, и потом вы все-таки полюбили. Это будет очень важно для тех зрителей, которые еще не встретили свою любовь, чтобы они понимали, что действительно это достаточно часто встречается, это не какая-то, знаете, такая казуистика. Если эта тема вам понравилась, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.